тем студентам, которые начинают, я бы сказал, что русский язык кажется, может быть, многим в начале очень трудным и сложным языком. Но через 3 года русский язык покажется вам, я обещаю, не очень трудным, не очень сложным и очень-то логическим языком. Так что я понимаю, что в русском языке есть свои трудности, но нужно держаться и продолжать, потому что я считаю, что не очень стоит знать немножко русского языка, но очень много стоит хорошо знать русский язык, говорить, читать, смотреть фильмы, общаться с людьми, слушать подкасты. Это дает студентам очень много, очень много. И для этого нужно знать не немножко, а очень много. И чтобы знать очень много, и чтобы уметь очень много делать на русском языке и с русским языком, нужно продолжать учиться. И нужно продолжать учиться с высокой мотивацией. Я не могу советовать студентам, аспирантам изучать русский язык с единственной целью, чтобы стать профессором русского языка. Однако, я думаю, что сейчас открывается все больше и больше мест с русским языком в американских правительственных органах. Для того, чтобы устроиться на работу в правительство США, нужно не только изучать русский язык и культуру, но нужно изучать еще какие-нибудь другие дисциплины, например, энергию, международные отношения, коммерцию, торговлю, историю и так далее. Чтобы устроиться на работу с специальностью, нужно знать и какую-нибудь другую дисциплину, и русский язык. Ну, к сожалению, есть огромные возможности. Если 30 лет спустя, когда был распад Советского Союза, конец холодной войны, конец истории, как мой коллега Фукуяма написал, да, и он профессор здесь, Стэнфордского университета. И после этого, был две тенденции. Во-первых, была возможность жить в России и делать бизнеса, и я работал на think tank, Московский центр Карнеги, с самого начала, и это было очень хорошее время быть в России, между прочим. Интересное время, они хотели устроить демократию и рыночные экономики, и дружить с Америкой, и это было чудесное такое время. Ну, из-за этого много считалось, что Россия уже не важна. Другая тенденция была не важна. Сейчас надо заниматься китайским языком. И здесь в Стэнфорде упали студенты, которые изучали русский язык после этого. Но сейчас, и опять-таки я хочу подчеркнуть, к сожалению, угроза России и проблема из России, из Путина, и его диктатура растет. Конечно, в первую очередь, это ужасная, печальная война, которую он делает сейчас в Украину. Но я рассчитываю, опять-таки, к сожалению, это будет, Россия будет для Америки очень большая стратегическая проблема по внешней политике. И нам нужны люди, которые говорят по-русски. Это было очень очевидно, когда я был послом. Это уже 8 лет тому назад, имеет в виду. Но мой возраст, люди, которые были ближе ко мне, был очень опытный такой команда. И у меня была просто прекрасная команда. Все они говорили, практически все самые высокие уровни, они говорили прекрасно на русском языке. Но это были люди, которые начали изучать русский язык во время холодной войны, да, при Советском Союзе.
А средние дипломаты, они не владели русским языком. И у нас был большой дефицит, я сказал бы. И сейчас это очевидно для меня. Я много общаюсь с людьми в правительстве сейчас. Это мы все работали вместе, когда я работал при Обаме, ну, включая президент Байден и все его команды, они все, мы все работали вместе, да? Но у них есть люди, которые говорят по-русски, но довольно мало. И нам нужно обеспечить резерв людей, которые понимают русский язык. Это, я считаю, это стратегический приоритет для Америки сегодня. Китайский язык и русский язык. Я теперь с недавнего времени работаю в «Голосе Америки» в русской службе. Я журналист-расследователь. То есть моя задача не только проводить интервью и писать статьи, но и также расследовать, ну, возможно, коррупцию, возможно, преступность, возможно, просто такие темы, например, дезинформацию, расследовать дезинформацию, опровергать фейки, ну, много разных вариантов. И то есть каждый день я говорю на русском, пишу часто на русском, могу, например, провести интервью на русском, в зависимости, естественно, от языка человека, которого я хочу интервьюировать. Ну, это просто базовая часть окружающей рабочей среды. Для истории космонавтики знание русского языка совершенно необходимо, безусловно, потому что, ну, и архивные документы на русском языке. Если вы хотите кого-то интервьюировать, то, как правило, ветераны советской космической программы не знают иностранных языков, выросли в Советском Союзе, где преподавание иностранных языков не было хорошо поставлено, и особой возможности практиковать у них тоже не было. И очень важно хорошо знать язык, например, для того, чтобы работать с аудиоматериалами. Вот в архиве, космическом архиве в Москве я слушал записи переговоров космонавтов с Землей, с Центром управления полетами. И это, в общем, недоисследованная часть материалов и очень интересная, потому что там всплывают и какие-то вопросы вот, значит, отказов техники и каких-то переговоров о разрешении тех или иных действий, которые космонавты запрашивали, а Земля им давала. И вот здесь как раз выявляется вот это вот социальный аспект взаимоотношений космонавтов и инженеров на Земле. И для понимания всех тонкостей этих переговоров, в общем, хорошее знание русского языка совершенно необходимо. Вот. Ну и вообще для интервьюирования, скажем, ну, для того, чтобы люди раскрылись, вам поверили, рассказали вам что-то такое, что они, может быть, другому не расскажут, очень важно установить с ними доверительные отношения, и хорошее владение языком совершенно необходимо для этого. Это располагает человека к вам и позволяет сблизиться настолько, чтобы вот этот разговор стал интересным и касался тем, который выходит за рамки чисто формального интервью. Мне кажется, кооперация между российскими и американскими, европейскими, китайскими, индийскими космическими программами вещь совершенно в перспективе неизбежная.
Даже если сейчас где-то происходит соревнование, затем будет кооперация. Исторический опыт показывает, что это всегда происходит. И в этом смысле знание русского языка окажется критичным, и вы получите большое преимущество благодаря этому знанию, потому что вы окажетесь человеком, обладающим экспертизой, необходимой для участия в этом сотрудничестве. И российская космическая программа накопила большой опыт, очень интересные технологии, которые будут интересны в этом сотрудничестве. И знание русского языка позволит участвовать в такого рода совместных программах и, безусловно, пригодится любому человеку, который работает в космической отрасли. Русский язык был важен в наших проектах, которые проводились на территории России для того, чтобы проводить интервью, во-первых. Во-вторых, чтобы уметь читать на русском языке, потому что очень много источников, которые не переведены на английский язык. И хотя мои студенты пользуются там разными переводчиками, и они становятся все лучше и лучше, в смысле, программами, переводчиками, но, к сожалению, все равно понимание контекста, понимание нюансов, оно, конечно, теряется, и для них иногда сложно понять какие-то там слова, которые переводчик буквально переводит, но оказывается, что это совсем не то, о чем люди говорили. Поэтому это, конечно, большой плюс. И вообще знание языков – это большой плюс. То есть для Арктики это особенно важно, потому что у нас половина Арктики в России, и надо понимать, что там происходит для того, чтобы строить какие-то климатические модели те же, для того, чтобы правильно прогнозировать будущие изменения. То есть мы, с одной стороны, есть, конечно, гуманитарные цели о том, что надо обмениваться знаниями, обмениваться опытом, но, с другой стороны, даже чисто в технической научной сфере оказывается, что это невозможно делать реальные прогнозы, невозможно делать реальные модели, невозможно вообще оценивать ситуацию в Арктике без знания российского контекста. Поэтому, с одной стороны, даже находясь за рубежом, у нас, то есть я сама из России, у нас очень много коллег, которые из России, которые говорят на русском языке для того, чтобы именно изучать арктические вопросы в циркумполярном контексте. Я бы хотел сказать, что команда у нас действительно небольшая, и у нас есть 3 студента. Микаэл, Оля, Киян и Конор. Они все владеют русским языком, и это было одно из условий отбора, потому что без него невозможно работать с первоисточниками полноценно. Роботы нас еще не победили в этой войне, то есть пользоваться Google Translate можно, но иногда он прямо противоположные дает переводы. Поэтому еще не настало то время, когда переводчиков, знающих людей, знающих иностранные языки, вытеснят машины. Но полноценное понимание любого продукта на иностранном языке, практически любого, требует знания и культуры. Потому что, особенно если это устная речь, человек может какие-то аллюзии использовать, которые вы просто не поймете, если вы не знаете культуру. Я бы никогда не писал докторскую диссертацию, если бы я не владел русским языком по той теме, которую я написал. Потому что я работал с электронными архивами, обращался с сотрудниками всевозможных ведомств. Без знания русского языка
это было просто невозможно. То есть это затянулось бы на многие десятилетия, я был бы вечным студентом. А цель любой диссертации – это ее закончить. Но и при этом, еще будучи журналистом, я очень понял, как важно использовать лексику и даже жаргонизмы, которые присущи сотрудникам определенных ведомств, когда ты им пишешь запросы или общаешься. Потому что если ты знаешь, используешь термины, которые используют они к тебе более расположены. И даже не более расположены, они понимают, что ты понимаешь тему, по которой ты к ним обращаешься. Вот. Это тоже этим я пользовался, когда вел исследования. В хорошем смысле этого слова пользовался. На сегодняшний день, наверное, в математике большая часть сотрудничества происходит на английском языке. Но знание русского языка, конечно, помогает в том, что оно расширяет, в общем-то, и кругозор, и очень, вы понимаете, очень много научной литературы написано на русском языке. Это, конечно, безусловно помогает. У меня есть сотрудники в разных странах, даже вот я вам скажу, и в Словакии, и во Франции, и в Германии, и они очень часто говорят, что они пользуются русскими учебниками, потому что вот русские учебники очень хорошие, российские учебники, русские, написаны на русском языке. И вот эта часть, и статьи, очень много из статей, написанных на русском языке, которые не переведены, и которые несут в себе очень важную информацию и очень интересные научные открытия. И человек, который знает русский язык, у него есть возможность получить дополнительную информацию и узнать новые вещи, которые неизвестны другим ученым. Что касается русского языка, то мне он помог в случаях, когда меня интересовала история науки. С большим удивлением я узнал, что, например, основополагающие эволюционные идеи были сформулированы не только западными учеными, но также и учеными, которые находились в России или в Российской империи. И, конечно, было очень интересно почитать их оригинальные работы и посмотреть, каким образом они рассуждали. То есть я подозреваю, что для англоязычного исследователя, который не знает русского языка, получить такую информацию было бы более затруднительно. Один какой-либо язык общения межчеловеческого, наверное, не имеет такого уж сильного влияния на то, как человек занимается наукой. Безусловно, знание русского языка помогает просто в личном общении, в каком-то смысле он определяет принадлежность некому кругу людей, и это важно для человека. Человек является социальным животным, если можно так сказать. Владение русским языком или каким-либо еще языком позволяет иметь доступ к источникам информации на этом языке. Русский язык в этом смысле специальный язык, потому что это язык физики, советской физики. Есть много журналов, в которых статьи написаны на русском языке и которые нельзя больше найти нигде. Эти статьи часто являются важными, поэтому способность их прочесть, некоторые из них не были переведены на английский язык, в общем, является приятным следствием владения языком. Но, конечно, язык более важен в социальном плане, чем в научном. Это возможность участвовать в конференциях, в докладах, опять же, не только в Украине, и в других странах.
в тех же странах Прибалтики, в странах Ближнего Востока, и там очень большое количество людей, которые разговаривают свободно на русском языке, и ты себя чувствуешь, скажем так, ближе с этими людьми, когда у вас общий язык. Здесь, в Соединенных Штатах, когда я приехала, я была очень удивлена, насколько много людей встречается мне, которые, опять же, из различных уголков этого мира, которые владеют русским языком. И особенно, когда ты только попал в новую среду, это как бы то орудие, которое ты можешь использовать для того, чтобы найти новых друзей, новых коллег,